Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Давненько не было новостей про Elite Dangerous, и вот фронтиры нам показали кое-что в своем видео. Давайте я вам об этом подробненько расскажу. И подписывайтесь, конечно же, на мой телеграм-канал, где вся информация выходит раньше. Ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Первая часть видео у них была отдана рекламе Type 11. Так что его можно купить за Арексы, и если хотите поддержать разработчиков, то пожалуйста. А если хотите поддержать меня, то ссылочка на донаты или на бусти также в описании под видосом. После чего показали, сколько игроки настроили за время, внимание, бета-тестирования колонизации систем. И прошло уже, кстати, 8 месяцев этой беты. И обновление, связанное с колонизацией, выйдет 11 ноября. Что будут чинить и менять, конечно же, толком не сказали. Я имею в виду про патчноут, который появится и будет висеть в моем телеграм-канале, как сразу он будет доступен. Была показана новая станция для колонизации систем. На секундочку, стоимость ее 50 тысяч арексов. Это много. Это будет космопорт 3-го уровня с более высокими характеристиками, чем другие имеющиеся станции. Плюс она будет иметь техноброкера. Какой техноброкер, не сказали. Если я правильно понял, при покупке за Арексы вы сразу сможете ее поставить. А при дальнейшем строительстве вам уже придется завозить товары, как и с другими станциями. Но это если я правильно понял. И у этой станции не будет такого, как с новыми кораблями, что сначала доступно за донатную валюту, а потом уже доступ появляется у всех за внутриигровую. Такого не будет. Только донат, только хардкор. И как бы переводя донатную валюту на реальные деньги, эта станция будет дороже, чем дополнение Одиссея, что вообще странно, как по мне. Доступна станция будет к покупке после 11 ноября. Новый корабль, который нам был показан, Caspian Explorer. Большой корабль исследователей, который как будто приехал к нам из вселенной Стартрека. Корабль представляет собой большой плоский диск, к которому приделали центральные двигатели от Мандалая, и боковые двигатели, которые, судя по концептам, которые нам показали, будут двигаться во время посадки. Также показали еще его кабину. Также отметили один момент, что корабль хоть и большой, с посадкой проблем особо не будет из-за расположения его шасси. Они более компактно установлены, нежели на других больших кораблях. У корабля будет FSD-двигатель МК-2, бонус от которого был описан очень расплывчато и связан с нейтронными звездами. Скорее всего, бонус от зарядки нейтронной звезды будет больше, чем у всех остальных кораблей. А сейчас это выглядит так: если корабль прыгает 50, он будет прыгать 200 лет после зарядки от нейтронной звезды. Про посадку на планеты с более плотной атмосферой или новые механики, связанные с исследованием, вообще ни слова. Какие будут остальные модули корабля и какие характеристики, рассказано также нам не было. Это уже, между прочим, второй новый большой корабль от разработчиков. У нас есть сейчас торговец питоном К2, будет Caspian Explorer. И прям вот напрашивается еще два корабля, боевой и универсальный. Так что, судя по всему, ждем их в следующем году. Новая функция, которая ожидалась в конце 2025 года, была перенесена на начало 2026 года. И новая функция не является старыми обещаниями чуть ли не 10-летней давности, где нам говорилось про интерьеры кораблей, или чем-либо еще, что рассказывали нам давным-давно разработчики. Это, считай, многоуровневые миссии, что примерно как миссия Крыла, но они многоэтапны и только для игроков Одиссеи. Будут проходить как на Земле, так и в космосе, и называться они будут операции. Пример проведения миссии нам был рассказан следующий. Зачистка кораблей в космосе у мегашипа, после чего десантирование на сам этот мегашип и наведение там порядка. Такие операции будут связаны с разными видами контента в Элите, будь то бой, как в этом случае, майнинг, торговля и прочее. Но вначале они будут не вседоступны. Будет пара операций с разными уровнями сложностей. В награды вы будете получать, со слов разработчиков, награды, которые сложно получить в каком-либо другом месте. Более подробной информации, конечно же, нету. Назвать это можно, кажется, чем-то вроде рейдов.
Как это будет реализовано, увидим в начале 2026 года, мои дорогие. Также разработчики хотят поправить искусственный интеллект NPC и баланс в наземных боях, для того, чтобы, видимо, в операциях оно было как-то поинтереснее, потому что сейчас эти болванчики с автоматами на земле выглядят очень странно в плане поведения. Пишите, что думаете по поводу всего этого дела в комментарии. Будет очень интересно почитать, потому что лично мне не понравилось ничего из того, что нам показали. Как бы это страшно ни звучало. Потому что станция за стоимость выше стоимости игры, но это перебор, ребят. Корабль-исследователь, где исследование — это полет по одним и тем же каменным планетам, только с разным цветом текстуры и атмосферы, где просто ничего нового вы не найдете, да и вопрос о том, есть ли Раксла в игре, остается открытым. Нету ни посадок на те же самые новые планеты с более плотной атмосферой. Новая функция операция, которые с виду просто усложненные на пару этапов миссии Крыла, тоже особо не впечатлили. Хотя, когда это все выйдет, тогда и посмотрим. Может быть, оно будет действительно стоящее. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся в космосе.